Рассмотрим тему электрическое сопротивление. Мы уже знаем, что электрический ток в металлах представляет собой направленное движение электронов. При своем движении электроны сталкиваются с атомами, что затрудняет их движение. Если учесть, что атомы вещества совершают и тепловые колебания, становится ясно, что все проводники оказывают определенное сопротивление электрическому току. Единица измерения электрического сопротивления называется Ом, в честь немецкого физика Георга Ома. Сопротивление 1 Ом имеет такой проводник, через который протекает ток 1 ампер, если к концам его приложено напряжение 1 вольт. Кроме единицы Ом, на практике часто используют и большие единицы – килоом, 1000 Ом, и мегаом, 1 миллион Ом, которые можно записать таким образом. 1 килоом равен 1000 Ом или равен 10 в третьей степени Ом. 1 мегаом равен 1000 килоом или равен 1 миллион Ом или равен 10 в шестой степени Ом. Приведем несколько примеров. Сопротивление шнура электроплитки около 0,1 Ома. Сопротивление медного провода длиной 57 метров и сечением 1 мм квадратный 1 Ом. Сопротивление медного провода диаметром 0,1 мм, как человеческий волос, и длиной 10 метров около 20 Ом. Сопротивление раскаленной нити электрической лампочки мощностью 40 Вт 1000 Ом. Сопротивление человеческого тела между руками от 5000 до 200 000 Ом. Это зависит от возраста человека. Чем человек старше, тем сопротивление его кожи больше, а также от состояния кожи. Влажная, грубая и так далее. Сопротивление в формулах обозначается буквой R. Сопротивление любого цилиндрического проводника можно найти по формуле R равно ρ умножить на L, деленное на S, где L длина проводника в метрах, S его сечение в квадратных миллиметрах, величина ρ называется удельным сопротивлением. Для различных металлов имеет различные значения. Так, например, для серебра ρ равно 0,16, для меди ρ равно 0,17, а для железа ρ равно 0,9. Из формулы видно, что чем тоньше и длиннее проводник, тем больше величина его сопротивления. Кроме того, сопротивление зависит и от вида металла. Рассмотрим пример. Найти сопротивление медного провода длиной 200 метров и сечением 1,5 квадратных миллиметра. Подставляем числовые значения в формулу 3,3 и находим. R равно ρ умножить L, деленное на S, равно 0,17 умножить на 200 и делить на 1,5. И получается 2,3 Ома. Для измерения сопротивления служит специальный прибор, который называется омметр. В нем имеется батарейка, а измеряемое сопротивление подключается прямо к его клеммам, как на рисунке 3.9. Часто омметр является частью комбинированного измерительного прибора, мультиметра, и имеет переключатель диапазонов. Сопротивление проводников зависит от их температуры. С увеличением температуры сопротивление всех металлов увеличивается, так как тепловые колебания атомов становятся более интенсивными, и направленное движение электронов затрудняется. Например, медный провод длиной 10 метров и диаметром 0,2 мм при 20 градусах Цельсия имеет сопротивление 5,6 Ома, а при температуре 50 градусов Цельсия его сопротивление увеличивается до 6,8 Ома. Точно так же
Сопротивление нити электрической лампочки для карманного фонарика в холодном состоянии около 2 Ом, а при нагревании до 2000 градусов Цельсия оно увеличивается до 17 Ом. Запомните. Первое. Вещества, в которых имеются свободные носители зарядов, называются проводниками. В изоляторах, то есть диэлектриках, отсутствуют свободные носители зарядов. Второе. Направленное движение свободных носителей зарядов называется электрическим током. Причиной движения носителей зарядов является воздействие электрического поля, которое источник тока создает в проводниках. Третье. Направлением тока принято считать направление, в котором двигаются положительные электрические заряды. Во внешней цепи электрический ток течет от положительного полюса источника тока к отрицательному. Четвертое. Единица измерения силы тока – ампер. Единица измерения электрического напряжения – вольт. Единица измерения электрического сопротивления проводников – Ом. Пятое. Каждый проводник оказывает определенное сопротивление протекающему току. Это сопротивление измеряется в Омах. Шестое. Чем длиннее и тоньше проводник, тем больше его сопротивление.